Ты наверняка знаешь этого дракона. Конечно, это тройной удар из класса разящий. И сейчас я расскажу тебе все, что знаю об этом драконе, и все, о чем не знаю, но догадываюсь. То, что я тебе сейчас расскажу, ты нигде не прочитаешь. Тройной удар дошел до полуфинала турнира драконов, и скоро предстоит бой за 3-е место. Поэтому надо узнать о нем побольше, чтобы проголосовать справедливо. Начну с общих фактов, которые известны всем. Его размер 9 метров. Залп в виде оранжевого огня средней дальности. Но пользуется он им редко. Он предпочитает использовать свое другое оружие – ядовитый хвост. Почему, так точно не знаю. Возможно, экономит залпы, может, по какой-то другой причине. Но в битвах он старается пользоваться своим хвостом. И еще его отличие от других драконов – это его маневренность. Особая маневренность. Ни один дракон не умеет кувыркаться в воздухе и летать на спине. Но обо всем по порядку. Начнем с его головы. У него большие уши, но особого сильного слуха у него нет. Даже наоборот, он не всегда может определить, откуда идет звук, возможно, из-за больших ушных раковин. И когда Астрид постукивала шипами змеевика, видно было, что тройной удар запаниковал, не понял, откуда звук, и немного испугался. Вот так. Она отвлекает его с помощью стука. Кстати, по этому моменту можно предположить, что Триплет почувствовал своего сородича. Видимо, они драконы-одиночки и сражаются за территорию с драконами своего же вида. Ведь стук шипами напоминает треск хвоста дракона, готовящегося к атаке. Может быть, именно поэтому тройной удар был победителем на арене. Битва за территорию у него в крови. Настал великий момент! Действующий чемпион, могучий Триплет, против нашего новичка. А вот челюсть у него не для битвы. Слишком мало зубов, и они слишком маленькие, слишком редкие. Я не знаю, как это возможно, как устроено его тело, что он может летать на спине. Я не знаю ни одного летающего существа, который мог бы летать на спине. Это значит, что его тело аэродинамично с обеих сторон. И сверху, и снизу. Это очень уникальная способность. Возможно, что его кульбиты в воздухе возможны тоже благодаря этим аэродинамическим способностям. Теперь про его хвост. Точнее, про его хвосты. Их 3, и они ядовиты. Яд формируется у них вот в этой части хвоста. Именно здесь расположены ядовитые железы. Необычно, но у него их 3 разных яда. И у каждого яда свое действие. Один яд парализует, другой дезориентирует, и третий создает ощущение, что твоя кровь кипит. Тройной удар очень хорошо управляет своим хвостом и, по идее, должен использовать их по-разному и в зависимости от ситуации. Этого дракона этим хвостом уколоть, а вот этого этим. Но он почему-то всегда использует все 3 хвоста одновременно, когда хочет уколоть противника. Но, тем не менее, может использовать только один хвост, когда что-то захватывает им. Видимо, его мозг пока не может контролировать жало хвостов по отдельности, но, возможно, через несколько тысяч лет, благодаря эволюции, эта способность появится. Хвосты тройного удара состоят из звеньев, и они могут растягиваться во время удара. И вроде не длинный с виду хвост, но Триплет может уколоть дракона, находящегося перед ним. Так что при встрече с тройным ударом имей это в виду и держись от него на расстоянии. Когда дракон готовится к атаке, он скручивает свои хвосты, звенья хвостов соприкасаются и раздается треск, примерно такой же, как у гремучей змеи. Наверное, это минус, так как ты можешь услышать его намерение раньше его атаки. Этот треск выдаст его. А может быть, этот звук является устрашающим во время битвы со своими сородичами. Теперь про его передние лапы, точнее клешни.
Скорее всего, в будущем этот орган у него атрофируется, ведь он ими совершенно не пользуется. Он не берет ими предметы, для этой цели он пользуется хвостом и не опирается на них при ходьбе. 2 задних лап ему достаточно. Почему же у него клешни вместо лап? Может быть, его предки были водными пресмыкающимися из вида крабовых? Это останется загадкой. Где обитают эти драконы, до сих пор неизвестно. Единственный представитель этого вида, похоже, был привезен издалека, куда еще не добирались дракони-наездники и дракони-охотники. И, наверное, он был еще детенышем, потому что его смогли приручить охотники, и он всю свою жизнь провел в клетке и на арене. Это все, что я знаю про этого дракона. Есть, конечно, у меня еще древние записи какого-то охотника по имени Торгнир, в которых говорится, что если смешать все 3 яда тройного удара, то получится противоядие яду скорожала. Но это непроверенная информация. На этом все. Скоро будет бой тройного удара и Смутьяна. Но сначала я расскажу все, что знаю о Смутьяне, и я уверен, что что-то новое о нем ты точно узнаешь. Ведь у меня есть остатки дневника Торгнира. Всем пока! Не пропусти следующее видео.